Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня поговорим о заточке сверл. Я думаю, многие сталкивались, когда есть сверла, и они тупятся. И не все их умеют точить, я в том числе. Увидел одно приспособление, сейчас попробую его сделать для заточки сверл. Делать за 5 минут, так что вам всем приятного просмотра. Поехали! Но приспособление наше сегодня будем делать вот из такого вот бруска. Это склеенная фанера 15 на 15, получилось 30. А ширина у меня 50. Надо нам отрезать кусочек 80 миллиметров. Найти разметочку, сделать. И сразу наискось сделаем размер. Вот таким вот образом нам необходимо сейчас будет его срезать. Получился вот такой вот треугольничек. По идее здесь 116 градусов. Сейчас делаем по центру также разметочку. И напильничком сейчас сделаем углубление. Сделал такое вот углубление. Получается у нас такой брусочек. 50 на 80. Я буду для заточки использовать гриндер. Может быть, это неправильно, точильный камень нужно. Но буду пробовать на нем. Берем нашу приспособочку, треугольничек ставим. Все знаем, что угол точится от 116 до 120 градусов. Смотрим, что сверло еще не точенное. Прям вообще пипец ему. И пробуем. В процессе сейчас будем выставлять и набивать руку. Так, смотрим, да, на само сверло. То есть затыловочка у нас тоже сделана. Я потом немножко попозже покажу, как это, почему это делается. Нижний край, он завален. Теперь попробуем. Прямо самому интересно, получилось, нет. Зажал струбцинку, чтобы металл не крутануло и по рукам не ударило. Ну, 12-м сверлом это не самый лучший вариант показать. Сейчас мы попробуем заточить другое и поподробнее разберемся по заточке. Также давайте попробуем заточим сверло 8-очку. Все точно таким же образом выставляем, но еще лучше будет держаться. И у нас получается, когда мы точим, выставили угол, мы когда вот так вот поворачиваем, мы делаем затыловочку, чтобы нижняя часть, задняя часть была ниже режущей. Как правильно объяснять, я не знаю, да, я просто покажу, как это делается в теории. Ну и также пробуем теперь на том же самом металле. Как видите, прям все четко. То есть имеет право место быть. Я бы так вручную не наточил бы сверл, потому что у меня не было опыта. А теперь, потренировавшись, можно и руку набить с таким приспособлением. Сейчас еще десяточку, у меня он здесь обломлен даже край. Попробуем его привести в порядок. Хорошее сверло было, но... Также хорошо видно затыловку. Сейчас попробуем его.
как видим, все четко просверливает. Друзья, то есть вот эта штука реально рабочая. Запоминаем 50 на 80. И реально можно заточить. Я вот на ваших глазах 3 сверла заточил, которые хотел вытянуть, потому что я их не умею точить. Или хотел кому-нибудь отдать, чтобы кто-нибудь заточил. А теперь буду точить их сам. Если вам понравился данный ролик, поставьте обязательно по лайку. Напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Я не учу кого-то, что нужно обязательно так делать. Да? Я просто показал, как вариант, кто не умеет. Я сейчас думаю, что я с таким приспособлением набью руку, и у меня будет выдерживаться постоянный угол. И можно будет это легко делать самому. Вот. А если не умеешь, то всегда можно что-то сделать такое. И на собственном примере вам показал. Друзья, ну вам, как всегда, огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Жду, конечно же, от вас обратной связи. Какие делаете вы приспособления, как можно улучшить, что-то добавить. Обязательно жду в комментариях. Так что всем вам хорошего настроения. Самое главное, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. До новых встреч. Пока-пока.